Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ноябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И я несколько раньше делаю этот расклад по той причине, что события ноября будут обусловлены тем, что где-то сформируется в октябре. И планетарно нам звезды обещают, что больше ясности, может быть и больше толку, или какая-то ситуация прояснится либо в начале ноября уже, или ближе к середине. Мы что-то будем знать уже наверняка. Хотя для вас ваш знак стихии Земли и вот эта большая ретроградность, которая путешествует вместе с нами, как и по всей осени, отчасти до конца года, но есть еще Уран в Тельце. И у него ретро-движение. Он уже в Тельце находится давно, с 2018 года, но у него сейчас, как и многие другие планеты, обратное движение имеет. И это ретро продлится до 30 января с заходом на 2025 год. И после января, февраль, март Уран никуда не денется, он останется как раз в Тельце, и поэтому где-то знаки зодиака, стихии Земли, наверное, не все точки над «и» сумеют расставить в этот период. Но это больше ясности, больше возможностей, больше понимания. И хоть и называют Уран планета-разрушитель. Нет, это инновационная планета, да, революционная планета. Но это те перемены, которые касаются нашего благополучия. Значит, что-то вы будете еще отшлифовывать в 2025 году. Но будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Мы вместе размышляем, предполагаем и допускаем вот как раз развитие альтернативных вариантов событий. Давайте рассмотрим наш вариант. Не всегда и прогнозы Таро совпадают с планетарными гороскопами. Жизнь наша, она разная. И, как мы заявили, события на пороге. Чего это может касаться или какой сферы жизни? События с первых дней месяца, может быть, сфера жизни, в которой как раз вы будете что-то обустраивать, наиболее актуально. И 3 главных события, мы достанем 3 карты. Возможно, это будет что-то объединенное в одно или какие-то 3 разных дела. И несколько проясним, что придет, что уйдет. Это, возможно, то, что вы как уже подведете к итогу. А что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? Что же на пороге, какое событие? Король Пентаклей – это вы. И ваши намерения, цели, планы. Безусловно, в сложный период времени король Пентаклей – это надежное убежище. Это те люди, на которых мы можем положиться. Это люди надежные, вот как вы, мои дорогие козероги, правда? И это у нас еще проходит и некоторые инстанции. Кстати, эта карта может говорить, к примеру, вопросы в банках вы можете какие-то решать. Или то, что касается, допустим, вашей карьеры, а потом как преувеличение финансового эквивалента можем рассматривать. Иногда эта карта говорит о наших близких, о вашей семье. Может быть, есть какие-то вопросы, связанные с вашим партнером по браку, или которые, вот с тем, может быть, человеком, с кем вы вместе проживаете, или что-то планируете. То есть личная жизнь, помимо денег, организации тоже присутствует. Но, наверное, вот в центре всех событий будет и стоять как раз адаптация к каким-то новым условиям или открывшимся возможностям, или когда вы будете что-то организовывать тоже в каком-то новом ключе. Но, наверное, уделить внимание вдохновению, мои дорогие козероги. Король Пентаклей, да, он большой консерватор, и его жизнь заставила быть таким. И поэтому он доверяет тому, что он может осязать, то, что он может просчитать, где-то предупредить. Он не хочет рисковать, правда. А с учетом всех планетарных транзитов, тут как раз вот этот самый альтернативный вариант, когда мы предполагали одно, а получили что-то другое. Или когда мы думали, есть какой-то опыт, мы положились на наш опыт прежний,
а он возьми да не сработай. Вот такие метаморфозы могут быть. Поэтому в этих случаях выручает вдохновение, мои дорогие. Поэтому, ну, где-то я могу сказать, помните про свою мечту. Не будьте где-то слишком суровы, в первую очередь, к самим себе. События с первых дней месяца. Четверка мечей, ничего не происходит, какая-то пауза. Отчасти кому-то может так давать совет эта карта, что удели внимание собственному здоровью. И если правда, это в целом один из вариантов четверка мечей. И поэтому, если мы говорим, вы чувствуете какое-то недомогание, объяснить вы это как-то словесно не можете, или откуда это взялось, непонятно, потому что по этой карте иногда проходит усталость, когда мы попросту должны хотя бы на время сложить оружие и отдохнуть. Уставшие люди делают ошибки. Но еще и карта говорит, если все же недомогание присутствует, тогда нужно тоже решить, вот как решает король Пентаклей, что-то конкретно узнать о себе самом и, возможно, обратиться к врачу, пройти обследование, чтобы в последующем какая-то болезнь или вот это недомогание развившееся не уложило в постель. Ну, может быть, и есть вот эта усталость на первые дни ноября, когда вам просто не хочется никуда торопиться. И я бы сказала, это будет правильно. Будьте в своем режиме. Есть такое выражение «ехать со скоростью собственного ангела». Так вот, пусть мы рассматриваем нашу жизнь как путешествие, поэтому постройте начало ноября со скоростью своего ангела. И если не хочется делать через силу, или когда вы не можете, а вы ведь можете себя заставить, вот ваш знак как раз такой, я расшибусь, но я это сделаю, потому что это входит в мой план. Или потому что я считаю, что это необходимо. Значит, над собой усилие Козерог умеет делать, а карта говорит, а ты не делай. По какой-то причине для вас это будет важно. Давайте посмотрим, что же за 3 главных события. Ох. Это 15-й старший аркан, дьявол, и это всегда некоторая зависимость. Зависимость от какой-то привычки. Кстати, трудоголики– это тоже своего рода привычка. Но, безусловно, привычки бывают разные, еще по этой карте. Какие-то финансовые вопросы. Безусловно, по 15-му аркану идет сам по себе материализм. Поэтому зависимость от денег, она тоже может быть. Конечно, и какие-то игры, но я не думаю, что это очень свойственно козерогам, но тем не менее мы все разные, поэтому легкие деньги опасны. Вот где-то карта во всех этих сочетаниях. Лучше чего-то не сделать, чем что-то сделать опрометчиво или рассчитывая на авось, на удачу. На удачу нет. Вот консерватизм в данном случае вам будет помогать, и это 100%. С другой стороны, это страсть, мои дорогие козероги. Это может быть просто личная жизнь, и конкретно есть человек, к которому хочется прикасаться, хочется с ним рядом быть. Он вас манит, как магнит притягивает к себе. И вопросы личной жизни тоже могут проиграться. Старший аркан. И здесь у каждого по-своему. Но есть то, что вы хотите осуществить. Давайте откроем еще одно событие. Что же нам скажут? Тут интересно, полярные карты. Баланс, терпение, настойчивость, где-то лояльность. К самому себе, опять же, в первую очередь, внутренний, потому что баланс. Но и ко всему, что вы слышите, видите, какой-то обстановки вокруг. Правда, нет места импульсу. И даже если есть посыл по 15-му аркану, я сейчас возьмусь и вот так вот быстро все сделаю. Нет, лучше себя остановить. И правда, 4 мечей говорит, лучше сделай паузу. Не тормоши себя, чем ты куда-то ускоришься и можешь наломать дров. Не торопитесь, мои дорогие. Давайте откроем 3-е событие. И 10 мечей – это когда мы закрываем в прошлое дверь. Есть какие-то события, которые не служат вашему прогрессу. Или, может быть, кто-то сделает важные выводы. Именно от того, что вы спокойно поразмыслите, порассуждаете и придете к выводу. Или просто возьмете паузу. Иногда пауза нам как раз мысли в порядок. Вот это по 4 мечей значение тоже идет. И мы уже видим,
какие-то события в другом свете. Мне хочется несколько прояснить, чего это касается. К примеру, 15-й аркан, чего это касается? Карта Луна. Здесь, знаете, правда, не нужно идти на импульсе или брать что-то рывкообразно, или основываться на том, что у меня уже есть какой-то прежний опыт, а вот как раз по аркану 15-му он и не срабатывает. Почему? Потому что нас как будто 15-й аркан заманивает в ловушку. И когда видит, что мы уже, попались, он начинает свою игру. И как раз карта Луна, 1000 неопределенностей. Не спеши куда-то, правда? Не спеши в отношениях, предоставь пространству, вселенной, возможность дай, чтобы все развивалось в каком-то своем ключе. И вот как раз аркан нам об этом баланса и говорит. Король, рыцарь Пентаклей, извините, он едет медленно, вот сразу нам дает совет. То, что твое, не заберет никто. Это карта медленного прогресса лет на 10, на 20, при внимании к деталям. Поэтому и едет медленно рыцарь, но все-таки едет, он идет вперед, он не останавливается. Искусство мелких шагов и подмечать все то, что говорят, что происходит. Как будто изучать по ходу своего жизненного путешествия это больше или более предпочтительно, нежели какие-то поспешные решения и действия. Потому что вокруг обстановка непонятная, а нам говорят: сделал шаг, осмотрись. А после этого действуй дальше. Что такое вот аркан баланс и о чем? Вы знаете, у Экзюпери есть такая фраза: всего глазами не увидишь, важно почувствовать сердцем. И вот нам как раз аркан умеренности старший и верховная жрица о вашем шестом чувстве, об интуиции. Интуиция – это тандем, интеллект и предыдущий опыт. И это точно не спешка. И нужно увидеть то, что как будто в тени. Или прислушайтесь к своей интуиции. Вот есть то, что, кстати, по этому аркану тайное может стать явным. И здесь двояко. Либо это ваша какая-то, если вы куда-то поторопитесь, правда, может всплыть какая-то особенность или какая-то тема. Но и для вас, мои дорогие козероги, здесь тоже вы думали что-то одно, а потом выяснится совершенно противоположное. Что это такое? Давайте еще поясним. Королева мечей. Ну, может быть, и конкретно есть человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха. Близнецы, весы, водолей. И есть какие-то контакты с ним. Вы можете о человеке что-то узнать. И вполне вероятно, прежде вы его представляли как одного человека. А здесь вы о нем что-то узнаете, какая-то новость придет. Она несколько так тоже заставит задуматься. Не могу этого исключить, мои дорогие. Но если мы, вот как карту совет, то тогда нам говорят: рассчитывай на себя, не торопись и где-то на пару шагов вперед просчитай что-либо. Потому что в одной из колод королева мечей, это у нас прообраз Юдифи. Она надеялась сама на себя, когда совершила свое действие и вошла в историю. Давайте как совет. Тройка кубков – это праздник, поэтому, в принципе, какой-то успех он может быть. Но для кого-то будет и правда подтверждать, что тайное становится явным. Безусловно, не для всех, но для кого-то из вас, одного, двух, возможно. Если была ситуация, когда два партнера у вас, а нужно делать выбор, или какая-то тайная связь, и это может касаться и личной жизни, но у кого-то ведь и работы тоже. И здесь тоже какие-то тайны могут открыться или какие-то события, новости, информация, и вы будете выбирать, потому что часто по тройке кубков проходит и такой момент третий лишний. Может быть, это лишнее что-то, как в виде работы, в виде какой-то нагрузки, кстати. Я могу это тоже предположить. Прежде вам это приносило доход, а здесь вы скажете: ну нет, теперь мне этот проект не интересен. И откажетесь, вполне вероятно, потому что узнаете, что, к примеру, или в организации больше не собираются платить. То есть по-разному ведь можно эти карты переложить. Или это вы будете отказываться, если мы про личную жизнь, потому что какая-то дуальная история, или жить на два фронта вам уже надоело, на два дома, переключаться с одного на другое.
Давайте, что это может быть? Мне интересно. Не случайно десятка мечей, что вы как будто закрываете, как я сказала, в прошлое дверь. А по пятерке мечей это какой-то конфликт. И я могу предположить, ну, с одной стороны, не создайте этот конфликт. Ну, есть такие тенденции, кстати, вторая половина октября, она может даже нам где-то создать такую ситуацию, пусть это вы ничего подобного не планировали, ну так люди могут так себя повести, и от вас будет, знаете, вот кто меня смотрит видео теперь, в октябре еще, заранее, у нас вообще еще пока начало октября, так вот, может создаться где-то 17, 20, 22 и туда дальше, вообще к 30 октября такая ситуация, когда кто-то, и нам самим хочется все расставить по местам. Поэтому мы где-то нетерпеливые все будем и более эмоциональные за счет планетарных транзитов. Но один умеет себя сдерживать, а второй не умеет. И вот он настолько не умеет, что он довел даже самого терпеливого. Поэтому держите марку, потому что, поссорившись, очень сложно будет потом сделать какие-то откровенные разговоры или какую-то тему проговорить. Там будет определенно где-то вторая половина октября то состояние, когда худой мир лучше доброй ссоры. Не действовать на импульсе, понимаете? И у кого-то это может говорить о том, что какая-то ситуация может сложиться именно из-за того, что была какая-то ссора, какая-то конфронтация. Вы не поняли друг друга. Хорошо, а как это завершить? Ну, давайте, надо же прояснить. Кто-то из вас предпочтет вообще что-то новое выбрать или, в принципе, по нулевому аркану это вы можете просто не то чтобы согласиться, а оставить какой-то вариант как необходимый, поскольку других нет, но при этом искать что-то новое, если мы, к примеру, говорим по работе. Но, тем не менее, и какие-то беседы важные, вот с душевным спокойствием вы тоже можете совершить, и какие-то разногласия свести буквально к нулю. У каждого здесь по-своему. Поэтому, если для вас человек важен, или вы чувствуете, допустим, работа для вас тоже важна, не рвите что-то сгоряча, чтобы... Ведь мы рвем, и нас тогда изнутри тоже рвет. Но есть и те темы, как будто, знаете, пройдет, может быть, еще пару-тройку недель, и будет еще что-то расставляться по полочкам или раскладываться, или какие-то события извне еще приходят и тоже как-то влияют на любую ситуацию. Люди будут, ведь от людей многое зависит, как-то там свою жизнь перекраивать. То есть тут тоже могут быть как и новости извне, так и вообще кардинальная смена обстановки. Какие-то вот такие сюрпризы. Потому что в конечном итоге все-таки десятка мечей есть тот пункт, который будет, вы сочтете неважным и уже подведете к какому-то итогу, финалу в течение ноября. Когда захочется вот уйти от того, что не жизнеспособно. Что же придет? Весь мир у ваших ног. Я всегда говорю по этой карте, очень ее люблю. Потому что по этой карте, это последний старший аркан, сбываются наши мечты. Это вот не прямо сию секунду они сбываются, но это где-то правильное направление, которое вы берете. И, видимо, возможности, понимаете, даже если есть какие-то конфликты, например, или есть какие-то недопонимания, да точно, если вы сами, мои дорогие козероги, к примеру, ну вот на данный период времени на работе не разбери, поймешь что. А вы, вот если по-честному так вы себе скажете, ведь я не хочу уходить, и не уходите. Нивелируйте какой-то конфликт или просто, ну как, знаете, в тишине отойти, отступить полшага назад, в чем-то не участвовать. Вполне вероятно, тут что-то для вас, мало того, что подходит к итогу, как прошлое закрываете дверь, так какой-то блестящий итог, когда вы можете быть популярны, мои дорогие, когда вы можете в последующем как-то развить, допустим, творчество, если это люди творческие. Есть среди вас и такие, чем-то занимаетесь, может быть, ремесло, какое-то свое дело продвинуть, свою зону влияния в последующем расширить. Ведь это только приходит. И поэтому еще какие-то события ноября будут добавляться, и, может быть, день за днем будет больше ясности по какому-то вопросу. И поэтому нам тоже говорят, не торопись. Лучше возьми паузу.
Да, внутренние какие-то посылы могут говорить о том, давай быстрее реши эту тему и закрой. А вот не надо торопиться. Как бы вам не хотелось что-то ускорить, потому что по карте мир тут могут прийти какие-то новые совершенно возможности, словно вы красиво завершаете один этап своей жизни и вступаете в новый. И вот этот переход нужно сделать очень красиво, плавно, элегантно, потому что что-то такое перспективное у вас как раз и может стоять на кону или на повестке месяца. А что уйдет? Ну, это может уйти буквально персона. И у нас король жезлов. Это карта харизматичного лидера. Может быть, и есть человек, который конкретно рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец или имеет там асцендент. У кого-то на работе, кстати. Какие-то конкретно контактные, например. Вот почему не торопись? Тут, допустим, руководитель собрался уходить. Или, может быть, его собрались уходить. И он-то знает эту правду, а вы ее пока не видите. И вы, допустим, не знаете, что в высших кулуарах, какие ведутся беседы конкретно в отношении вас. И поэтому нам карты где-то говорят, дважды не торопись, вот ты чего-то не видишь. И это будет для вас очень актуально. И кто знает, в последующем произойдет какая-то рокировка. И перед вами с уходом конкретного человека. И откроются новые перспективы. Поэтому дважды не стоит куда-то торопиться. Или это может быть иногда по этой карте, поскольку лидер. Это человек или люди, которые любят отдавать какие-то указания. Ну или давать советы. Но сам по себе король жезлов, он ничего не делает. Он, да, это как бы лидер, да, он мыслит нестандартно, это прекрасно, но это скорее все остальные делают, а он руководит. Вот такая какая-то у кого-то из вас может проиграться история, но тогда вот эта история, она уходит. Может быть, какое-то время, ноября, она еще продолжается, именно когда чье-то мнение, не ваше, будет давлеть. Но это потом уйдет как будто в ноль. Что же будет продолжено? А вот с новыми какими-то решениями. Правда, у кого-то как и смена руководства или смена графика работы, смена каких-то положений, норм, регулировок, правил. Или по пажу жезлов, это мы всегда что-то изучаем. И для кого-то это изучение совпадет как новые варианты работы или построение карьеры, и для этого совершенно необходимо что-то изучить, или вас заинтересует какая-то сфера именно деятельности или ремесло. Может быть, вы будете учить языки, потому что нужно быть востребованным больше на рынке труда. Или, ну, еще какая-то тема, сфера деятельности вас, в принципе, может заинтересовать, и вы примете решение что-то изучать. Или вы примете решение как таковую делать карьеру дальше, с учетом вновь открывшихся каких-то событий. Здесь вот будет само по себе решение, которое не должно быть задвинуто в долгий ящик, но и с другой стороны понимать, что мне чему-то нужно обучиться. Чем не соблазняться? Знаете, когда мы думаем, вот конкретно, что какое-то дело произойдет само по себе без нашего участия. То есть себя как-то проявлять все же придется. И вот ту историю, которую я писала по королю жезлов, она ведь может проиграться, как я сказала, вы не видите, какие или не слышите, не знаете, какие, допустим, в вышестоящих организациях идут по поводу вас разговоры, если вы желаете построить карьеру. Но я как вариант, вы переложите на свою обстановку. Так вот, это не значит, что мы сидим в какой-то паузе и ждем, когда там кто-то что-то смилостивится или примет какое-то решение. Нет, мы все равно что-то продолжаем. Но когда мы не надеемся на то, что, к примеру, по этой карте, чем не соблазняться, что я сейчас повкалываю, а меня потом заметят, и мне как-то доплатят. Вот я бы сказала так, все-таки семерка пентаклей. Это ведь всегда какая-то проделанная работа и несколько отсроченный платеж завтра. Вот какая-то подобная ситуация, лучше ею не соблазняться. Можем переложить, опять же, работу, любая другая ситуация,
когда вам говорят: ты сегодня поработай, я тебе завтра заплачу. А вверху у нас аркан дьявол. Вас могут обмануть, мои дорогие. Будьте внимательны. На что соглашаться? На перемены. А вот на перемены, да. Вы знаете, вам должно что-то нравиться. И Козерог в любом случае не должен оставаться на вторых ролях. Поэтому вам путь вперед, вам путь наверх, мои дорогие. И поэтому согласиться на какую-то, знаете, шатковалкую ситуацию или какой-то такой качелеобразный вариант вот точно не в ноябре. Лучше что-то для себя прояснить. Стоит мне этим заниматься? Стоит мне в эту сторону, в направлении двигаться или принимать вообще, ну, как бы в расчет какие-то предложения? Вот вам придется быстро как-то так анализировать. Потому что временами конкретно, что будет у вас и как и продолжаться, так и на что соглашаться. По аркану колесница, мужская, кстати, энергия. Колесница мчится. И нам говорят, не оглядывайся назад. Не используй, кстати, какие-то прежние методы, к примеру, воздействия, работы, какие-то прежние контакты. Вот они тут тоже могут не сработать попросту, понимаете? Есть какая-то перезагрузка. Не случайно нам говорят, оставь прошлое в прошлом. А здесь встречай все новое, что приходит на твой порог. Какие-то возможности. И, возможно, как раз это будет связано у кого-то с перемещением конкретным. Либо, может быть, и релокация офиса, и вам нужно изучить, как, что там будет по-новому работать. Или вам нужно поехать в конкретную местность и там уже на месте решить какой-то вопрос. И тогда собрался, подпоясался, поехал. Потому что по аркану колесница мы не можем что-то отложить на потом. И поэтому вот на то, что где-то для вас, пусть и даже непонятно, никому ничего не обещаю, но попробуйте поучаствовать. Посмотрите, что из этого получается в принципе. Какие, просчитайте, могут быть перспективы. Как будто через пробу к вам приходит как и возможность, так и в последующем может быть успех, признание и что-то доброе, то, что вы прежде даже не предполагали. Ведь это как раз, если у нас выпадает 21-й старший аркан, мы говорим об итогах, то как раз 7-й аркан, колесница, это скорость, это быстрота. И пусть в этой колоде у нас как будто лошади скачут, да, а вообще и у нас возничий есть конкретно, который несется даже не на колеснице, как бы тут, ну, или темновато, непонятно. По идее, повозка должна быть, потому что 3 лошади. Но, допустим, в герметической колоде Таро предполагается, что управляет этой колесницей возничий силой мысли, мои дорогие. Поэтому ваши мысли вполне конкретные, с чем-то определяться вам точно придется. Чего опасаться? Пятерка пентаклей всегда карта недостатка. Но когда вы, к примеру, чересчур переусердствуете или не будете аккуратны с деньгами, то есть денежная тема, она требует математического, может быть, просчета или какой-то осторожности, аккуратности, мы не можем этого отрицать. И проходит также по этой карте недопонимание. Мы с кем-то не нашли общий язык. Или мы представляли человека, ну, как-то по-своему. И, может быть, и однобоко где-то. Может быть, как раз по части конфронтации, когда мы с кем-то поссорились, не смогли договориться. Поэтому будьте лояльны, в принципе. Не должно быть такой ситуации, мои дорогие козероги, когда из какого-то злопыхателя тайного человек превратится в недруга. Поэтому будьте со всеми одинаково равны. Лучше вот как по умеренности. И не да, и не нет. Или, ну, как-то настолько нейтрально, чтобы и никто не позавидовал, кстати. Да, есть такой момент. И чтобы не было какой-то искусственно созданной ситуации, когда вы друг друга не поняли. Или когда кто-то обозлился. Вот каким-то образом вот это в позиции, что опасаться. Нам ведь сказали, деньги есть, как будто деньги будут. Но или самоуверенность может помешать, или когда будет желание кому-то что-то доказывать. Много может быть в принципе сильных эмоций. Все же у вас 15-й аркан.
Но это еще надо сказать 15-й аркан о чем говорит. Он говорит о том, что физических сил у вас будет достаточно. Вы сумеете что-то осуществить. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.